возникли некие неполадки у меня с записью звука, поэтому оригинальная запись того, о чем я сейчас говорю, будет где-то на второй минуте. Вот. А сейчас я просто опишу то, что не записалось. Я рассказываю о том, что, значит, у нас вкладка Buttons сегодня в работе. Мы работаем с кнопками Double Click, Right Click, Click Me. Будем использовать Action Chains, такой замечательного помощника для имитации действий. Вот. Поэтому оставайся, ставь лайки, подписывайся. Проходи уроки дальше, обязательно комментируй, говори о своих впечатлениях, каких-то вопросах. Вот. Еще раз прошу прощения за то, что оригинальный звук не смог сохраниться, по крайней мере, эти 2 минуты. Вот. Поэтому, ну, особо ничего важного ты не пропустил. Сейчас я долго рассуждаю о том, как мы будем проводить тест. В любом случае ты это и так увидишь. И, как всегда, можешь уже сходу начинать делать шаблон, создавать класс в тестовом файле, создавать класс в пейджах и так далее. Text different click on the button. Разные клики на кнопочки. Ну, пусть будет buttons. Почему buttons? Сейчас я сделаю то, что делал недавно с использованием словаря и разных типов кнопок. Я хочу сделать это в один тест. То есть можно было бы сделать это на 3 теста, кликнуть на динамическую, двойную, правую кнопку мыши. И вам задание, чтобы вы сделали функцию по разделению данного теста. То есть я сделаю все в одном, а вы разделите на 3. И, возможно, используйте какие-то методы, которые являются более подходящими. На всеми известная нам конструкция button page driver. Так, мы забыли здесь дрова прокинуть. Ну и будет buttons page. Ну и, конечно же, ссылочка нужна нам свежая. Так, buttons page у нас нету, тоже необходимо создать. Def, ой, ё-моё, ну вообще. Так, давай. Как всегда, мы наследуемся, помним, что мы наследуемся от нашей базовой странички. Сразу локаторсы определяем. У нас будет, да это что ты мне в своей декларации? Locators. Buttons page locators. И здесь мы то же самое создаем. Класс button. Черт возьми. Так. Что у нас там есть? У нас есть double клик. Пусть будет double button. Пусть будет double button. Потом right. RGHT, right click, а то непонятно, то вдруг у нас будет какая-то правая кнопка. И click me button. Так, ну, по классике, открывайся. По классике мы смотрим наше, ну вот, double-click btn. Можно, конечно же, можно делать... Да что ж такое? Можно, конечно, делать, как я вот, например, делал здесь. Я просто айдишники указывал через решетку. Я люблю всегда конкретизировать, чтобы было точно понятно, что кнопка, айдишник и так далее.
Возможно, кому-то покажется, типа, это плохо. И вот KISS. Будь проще. Keep it simple, stupid. Вот. И я считаю, что максимально тупое, простое решение, там, не знаю, более-менее подробно какой-то описано, казалось бы, там, ну, лишняя информация. Зачем писать вот так вот многосложно, когда можно просто сделать решетка айдишник и все. Вот. Но я считаю, что такая достаточно, знаете, золотая середина подробности. Я же здесь не описываю, там, что это принадлежит какому-то классу, там, вложенности. Вот. И достаточно уникальный локатор, ну, чуть с большим количеством подробностей. Вот. Так, далее. Что-то такое. Вот, далее. И нам еще нужно вот эти все тексты successfulные. Вот, у нас будет double p, paragraph ID, double click message. Так, пишем здесь result. Что у нас там? Push success и dynamic click message. Yes. Great. That's great. Так, ну здесь мы все должны, что много такое и цокаю. Прошу прощения, I'm sorry. Иногда в запале, в мыслях сложно немножко контролировать, так как я не сделал подробные уроки, как нам разбирать каждый из элементов. Я показываю, ну, имитирую, симулирую некую типичную работу. Вот, поэтому в мыслях, в голове можно и цокать, и такать. Все может это происходить, поэтому не обессудьте. Вот. Далее нам нужно... Что там нам нужно? Теперь мы напишем... У нас достаточно будет тоже здесь мало методов. Вообще мы можем разделить на 3. Либо здесь на 3 метода, либо в тесте на 3 теста. Но я сделаю вообще все в одном. Вот каким образом. У меня будет такое... Точнее, нет, здесь я даже сделаю не словарями. Здесь я сделаю самое такое настоящее, не очень оптимальное, но достаточно подробный и простой вариант. Сейчас вы увидите, что это будет. Обязательное задание вам исправить этот момент. Вот у нас, значит, будет click on different button. Ну, не то, что исправить, он как бы это рабочий, обычный клик, обычное решение, работает, доработает. Но, естественно, можно сделать это более красивее все это дело. Значит, у нас будет type click, и все будет через if. И здесь у нас будет тип double. Потом, ну так, у нас 3 типа. Будет здесь тип double. Так, ну что такое? Double. Если вы не знаете, то есть, например, чтобы сделать табуляцию по всем элементам, вы все выделяете, нажимаете Tab. Если вы хотите откатиться назад, зажимаете Shift и нажимаете Tab. Вот, ну и так я на всякий случай. РГХТ. Иногда я грешу тем, что не пользуюсь. Еще один момент, то, что я копирую, делаю Ctrl-C, Ctrl-V, не совсем корректно. Опять-таки сочетание клавиш Ctrl-D, и вы строку, на которой у вас лежит курсор, копируете. Также, наверное, можно сделать, выделить все и скопировать всю функцию целиком, тоже через Ctrl-D. Вот, но я немножко грешу. И просто клик, И что у нас в итоге получается? Self. А вот здесь как раз-таки нам понадобится наша base page. Мы сюда добавим
дополнительные функции. Звучать они будут следующим образом. Первая у нас будет функция на action double click. Ну, две точнее. Action double click. Вот опять привык вот делать некорректно. И action right click. Action right click. В каждом из них нам нужен элемент, по которому будет кликаться, чтобы мы его могли добавлять. Вот. Далее есть такая библиотека действия. Action chains. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Action chains. Вот, это значит, как нам можно использовать клики, нажатие кнопки мыши правой, левой, там посередине middle кнопкой, ну, колесиком, перетаскивать разные элементы, двигать их, перемещаться по координатам. Это во всем нам поможет наш замечательный Action Chains. Что нужно знать здесь из основ? Во-первых, мы создаем класс Action Chains, добавляем туда драйвер, а затем мы используем, пишем то, что нам нужно сделать, и в конце всегда ставим Action Performs. Если мы не поставим, то ничего не выполнится. Performs нам нужно, чтобы это как раз-таки выполнялось. Вот, нам нужно здесь right-click и double-click. Мы не знаем, есть ли он здесь или нет. Пишем double-click. Вот он у нас появился. И right-click. Ну да, точно, контекст клик это и есть right-click. Лишний раз. Здесь нам нужен self-driver. Далее action double-click на элемент. И дальше action, да какой осёт, action perform. Action perform. И то же самое, но на... Да что ты делаешь? То же самое, но только контекст. Контекст-клик. Ну вот и все. Вот и все. Наши методы готовы. Замечательно. Теперь посмотрим, как это будет, значит, выглядеть. Ну, да. Просто можно было бы подумать, что если я сделаю клик-клик, вместо double-click, просто найти метод, просто элемент клик-клик, то получится double-click, но нет. На самом деле нет, конечно. Self action double-click. Далее у нас self элемент is visible. Self locators double button. Вот так вот. И затем мы сейчас сделаем проверку чуть позже. Так, хоп, хопа. Здесь нам нужно, здесь вообще ничего не нужно. Здесь вот так вот мы сделаем. И что надо-то? Ой, забыл. Здесь нам надо right click button. И, конечно же, нужен тут right click button. Вот так, да. И нам нужно, после того, как мы кликнули, сразу же после того, как мы кликнули, мы должны забирать отсюда текст появившегося результата, success result, который. Вот поэтому мы сделаем функцию, которая будет чекать. Check clicked. Да, нам нужен элемент.
И мы здесь пишем, что return нам self элемент из present, просто нам нужно, чтобы он появился в этом, чтобы он появился у нас в дом дереве. Ну а здесь мы ретернаем self check clicked button и указываем, ой, не локатор, этот, точнее сейчас я вот так скопирую, а здесь нам нужен success double. Далее здесь, да что ж ты делаешь, что же ты делаешь, ой, какая гадость получилась. Здесь мы right click, здесь мы click me. Что тебе не нравится? Вышел из класса. И ты давай тоже туда. Вот. Вот. Очень так вот у нас все громозденько. Посмотрим, как это... Что это за breaking point? Посмотрим-ка, как это у нас теперь работать будет. Смотрите. Какой интересный момент. Button. Так, у нас здесь будет double. Right. Здесь в моем случае получилось нарушение don't repeat yourself в некотором роде, поскольку сейчас я буду использовать один и тот же метод везде. Вот. Button click. Button page. Что у нас там? Где клик? Different. Угу. Click different. Ну и тут у нас будут 3 assertion. Значит, double, right, click. И что это будет у нас? Знаете, я сейчас сделаю очень хитро, для того, чтобы текст не ковырять из DevTools. Я просто сейчас принтану все это дело. Вот, ну заодно посмотрим, правильно там что-то или неправильно. Вот, что-то у нас случилось, что-то случилось не так. Я предполагаю, что... А может быть, не предполагаю. Так, смотрим, что у нас тут есть. На double все случилось. Да, здесь проблема в том, что нам нужно здесь вот это вот все дело убрать. Да, нам нужно просто локатор указать, то есть не надо его искать отдельно. Так, посмотрим. Потому что у нас, где мы чекаем check clicked button, у нас и так уже был типа этот чек. Так, у нас не кликнулось. Почему же? Ну я здесь забыл опять указать. О боже, что это? Click me button. Вот теперь еще раз. Здесь у нас уже написано просто возвращение, что мы элемент presence, а я еще раз там вписал, типа, что элемент is visible. Так, опять не кликает. Почему?
timeout exception. Правильный ли это локатор? Угу. Понятно, почему он был странный. Это динамический айтишник. Вот такие интересные фишечки находятся на этом сайте. Динамический айтишник. Возникает вопрос, как бы нам, что нам с ним делать? Ну и, конечно же, что я предлагаю, это... Ну, тут есть несколько способов. Там один из способов можно взять, третий, то есть у нас здесь есть баттонов сколько? Баттонов конкретно вот в div, нет, не advertisement. Вот у нас есть класс mt4. Сколько у нас есть баттонов здесь? Div mt4 у нас типа 2. Right click и click me. Вот, можно делать... Где он там у нас? Блин. Давайте посмотрим, каким образом есть... Ну, допустим, я хочу... Вот я столкнулся с этой проблемой, не знаю, что делать. Вот, и я хочу как-то... Как выбрать по индексу второй элемент по индексу. Ну, и, допустим, там CSS селектор. Второй. Так. Ну и сейчас посмотрим. Есть два варианта. Я вообще, буду решать это, конечно, через XPath. Опять-таки для некого разнообразия. Вот один или более элементов, основываясь на их позиции. Каждый четвертый элемент. Вот. Поэтому что нам можно сделать? Можно выбрать просто вот эту вот конструкцию. Попробуем сейчас. Ну вот. У нас теперь как бы третьим считается вот эта кнопочка клик. И она, видите, в одном экземпляре. Вот можно таким способом. Можно там, в общем, использовать такой метод. Можно использовать следующий. Можно использовать, например, div3. У нас div3 и button. То есть div, который содержит кнопочку. Будет вот это вот. Просто мы, например, условно можно сделать так. Как можно вот быстро облегчить себе задачу. Например, мы сделаем кошмарные действия. Мы копируем XPath, вставляем его. Нет, получается дерьмо. Прошу прощения за мой французский. Или, допустим, копируем полный путь XPath. Мы видим, значит, в каком месте, в каком диве лежит button. То есть в третьем диве везде 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Поэтому мы вот так это все очищаем. Ставим. Так вот находим наш button. Пусть будем это использовать. Как бы, почему бы и нет. Вот, но здесь, конечно, нам нужно уже будет добавить XPath. И еще разок запускаем наш тест.
Дьявол кроется в мелочах, как вы видите. Вроде все нормально идет нормально, но вот какая-то мелкая деталь не получается. И сразу работа стопорится. Ну вот, наш текст, наши эти ассерты. Пабам, пабам, пабам. Ну и сначала нам нужен все, он готов. Осталось только нам подписать предупреждение. Предупреждение, сообщение об ошибке. The double click button was not pressed. Was not pressed. Вот, хоп, хоп, хоп. The right click и the dynamic click. Dynamic. Так, эти все принты нам не нужны, ненужные. Вот еще один тест у нас готов. Теперь, конечно же, мы делаем наш прекрасный коммит. Тест. Test button page, commit, push, все дела, ратата. Все опять в элемент branch. Поехали. Вот так вот. Все, думаю, пора ставить видео на паузу, привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и возвращайтесь.